Ну что, мои дорогие зрители, снова рада приветствовать вас в разборе серии Fate Winx Saga, сериала адаптации Winx от Netflix. Сегодня мы с вами подробно рассмотрим пятую серию первого сезона, я расскажу об отсылках, которые я нашла, ну и в целом поделюсь своим мнением об этой серии. Снова напомню, что видео из этой рубрики стоит смотреть в хронологическом порядке, если вы не видели предыдущие выпуски, ссылочка вот здесь. Надеюсь, что вы уже подписались на мой канал, включили все уведомления, а это видео поддержали лайком. Если вы это сделали, то я вам очень сильно благодарна. Но я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата, что означает добро пожаловать на мой канал. Начну это видео с того, что я дополню себя как бы в предыдущем выпуске. В предыдущий раз мы с вами вместе разбирали третью и четвертую серию, и вот недавно нам показали блуперсы, это типа неудачные кадры, где был показан вырезанный кадр из четвертой серии. Там мы видим, как Блум проходит по столовой в том же внешнем виде, в каком она появлялась в начале четвертой серии, и останавливается у столика двух ребят. И этих ребят я сразу распознала. Еще перед выходом этого сериала появилась информация, что эти ребята будут исполнять роли школьных сплетников. И когда я в первый раз посмотрела первый сезон, я еще и удивилась, а почему я их нигде не заметила. А оказалось, что сцена с ними вообще была вырезана. Кстати говоря, этот момент описывается в книге, новелизация по этому сериалу. Оказалось, что Блум услышала краем уха, как эти ребята обсуждают ее и говорят о том, что якобы она там что-то подожгла в школе и вообще, возможно, даже убила двух своих родителей. В этот момент она прям бомбанула и к ним подошла и очень громко сказала, что нет, она никого не убивала. И возвращаемся к пятой серии. Эта серия называется «Посмотреть в глаза правде» или на английском «Wither into the truth». Мне кажется, было бы правильнее все-таки перевести название «Засохнуть до истины», и, разумеется, это строчка из стихотворения Уильяма Йейтса, которое называется «Coming of Wisdom with Time». Частью этого стихотворения начинается и пятая глава новелизация, о которой я уже говорила, но почему-то из нее вырезали первую строчку, не знаю почему. Стихотворение совсем маленькое, буквально состоит из 4 строчек, и вот у меня спокойно помещается вот сюда. Я не знаю, что на меня нашло, но я захотела перевести это стихотворение, причем с рифмой. Если что, я совершенно не литератор, не умею совершенно писать стихотворения, тем более их переводить, но я пыталась. Так что приятного вам прослушивания. Хоть листьев много, корень лишь один, и лживый ветер юношеских дней качал мою листву под теплотой лучей, так высохнет до истины люпин жизни моей. Очень плохо, да? Серия начинается с диких криков Беатрикс, которая заперта где-то в восточном крыле Алфеи, где Фара якобы пытается проникнуть в ее голову. На самом деле вся эта операция совершенно бесполезненная, и Беатрикс так просто играет, заигрывает с Фарочкой. И вот вроде Беатрикс плохая, да, но мне все равно как-то ее что-то жалко. Видно, что ее там содержат в не лакшери условиях. С другой стороны, конечно, и Фара здесь выглядит очень суровой и какой-то жесткой. Вообще ни в какое сравнение с Фарагондой из оригинального мультсериала не идет, но в то же время все равно хочется верить, что она хорошая. В оригинале, кстати, вообще никогда не было подобных пыток, даже в Облачной башне. Максимум, что тогда сделали Стрикс в первом сезоне, это просто исключили из школы, чем на самом деле, мне кажется, сделали ситуацию только хуже. Ну и Би в клетке в Большом амбаре, конечно же, напоминает Харли Квинн в первом отряде самоубийц. Наконец-то в этой серии Блум в голубом аутфите. Вот для меня лично Фея огня и голубой цвет Эдвинса просто вот единое что-то. Слава богу, в этой серии наконец-то ей подарили этот прекрасный образ. Опять же, довольно простой, но хотя бы в тематике оригинального героя. Этот зеленый лабиринт мне напомнил тренировочную базу для специалистов из игры Winx на ПК. Там тоже своего рода был лабиринт, только напичкан специальными роботами, с которыми можно было сражаться и таким образом тренироваться. Ну и здесь этот лабиринт тоже используется для тренировок. Вот этот кристалл, который создавал муляжи обожженного для тренировки, мне сразу же напомнил 7-й сезон, где девочки тоже активно использовали кристаллы, в особенности превращение Таникс, где в последней сцене прям такой огромный кристалл появился. В следующей сцене нам демонстрируют исцеляющую силу Блум, и, разумеется, это сразу мне напомнило серию 2-го сезона, где Блум исцелила Ская, буквально спасла его с того света. Интересно, оставят ли этой фишкой только огненные феи, или этой фишкой могут обладать все феи? В этой серии мы, кстати, видим еще одну фею огня, и, наконец-то, нам показали, как феи и специалисты могут взаимодействовать во время битвы. В оригинальном мультсериале мы вообще ни разу не видели, как девочки и мальчики тренировались вместе, там они, в общем-то, на практике должны были узнавать, как им взаимодействовать так, чтобы победить врага, а вот здесь этим занимаются именно в Алфее. Преподаватель Харви говорит о важности взаимного доверия между феей и специалистом, и я прямо уже вижу, как будет происходить конвергенция между этими ребятами. Вообще интересно, могут ли специалисты тоже обладать волшебными силами, или они чисто рыцари? Мимо Блум и Ская проходит директриса и некоторые девочки из Winx апартаментов.
Я, видишь, посмотрела на Блум и Скай просто как на вонючек, типа, фу, воняете. Говоря о Беатрикс Блум, Скай шутканул, типа, хочешь помочь ей выжечь ее имя на Луне лазером? Очень сложно. В общем, это персонаж Chairface, типа, лицо, стул, из вселенной Тик, и он реально там пытался выжечь свое имя на Луне, но у него не совсем это вышло. Скай также предполагает, что Блум и Би хотят украсть Эйфелеву башню, и здесь он, видимо, говорит об известном мошеннике Викторе Люсте, который пытался продать Эйфелеву башню аж 2 раза. Не занимайся мелкими аферами, попадешь в тюрьму. Лучше занимайся крупными аферами, можешь попасть в историю. Так говорят философы. В одном из моментов серии Фара говорит Музе, что не все силы феи полезны в бою, и это очень сильно похоже на то, как Фара в начале 2-го сезона оставила половину команды Винкс в Алфее, потому что их силы были не так полезны в миссии. В этой сцене специалистка сделала комплимент Терри по поводу того, как она проявила себя во время тренировки, и по книге эта специалистка должна была быть Кэт, но мне кажется, эта девушка не совсем на нее похожа. И тут Ривен внезапно заговорил с Террой после тренировки, где они были в одной команде. Ты что, одумался, мальчик? Ну а Дэйн подошел к Ривену и прям в лицо над ним посмеялся насчет того, как тот проявил себя сегодня на тренировках. И на английском он ему посоветовал поучаствовать в Alfea's Got Talent, это типа America's Got Talent и прочие подобные шоу. Ну а на русском он ему посоветовал принять участие в «Минуте славы». Локализация в действии. Еще одно интересное взаимодействие в этой серии — это Муза и Ривен. Наконец-то. Ривен что-то там пошутил про большие палки, которые любит Муза, и в целом вроде общение шло неплохо, но в результате Ривен все-таки ушел в негатив и сказал, что от фей разума одни проблемы. Я хочу вам прочитать один отрывок из книги. Внезапно в его глазах она увидела блеск. Возможно, это был не совсем блеск, а так проблеск. Этот блеск зажег что-то внутри Музы. Нам показали флешбэк, где мы увидели Сильву и еще живого Андреаса, и мне показалось по этому кадру, что Сильва — это все-таки повзрослевший Брэндон, потому что получается, что он всю жизнь, по сути, был как бы помощником королевской семьи, и вот сейчас он точно так же является помощником Ская. Девчонки из Винкс апартаментов действительно ждут Стеллу обратно, или хотя бы какой-то весточки о том, где она, что она, как она, потому что так и непонятно, из-за чего она так поспешно покинула Алфею, и Терра говорит, что она постоянно проверяет ее Snapchat, Instagram, Tumblr, Pinterest, ничего. Девочки мои хорошие, проверьте ее тиктоки, вдруг она там натанцовывает себе на миллионы. Терра, ну просто чудо природы, она заставила всю освобожденную от Стеллы комнату цветами. И я очень надеюсь, что у Стеллы нет аллергии на случай, если она вернется, а спойлер, она вернется, и она как бы уже там, он разбивает горшки. Би говорит Блум, что она знает, где находится Розалинда и может рассказать ей, как ее оттуда вызволить. Блум на это спрашивает Беатрикс, что она за это хочет. Вот зачем ты у нее это спросила? Зачем? Получила информацию, пошла дальше. Дэйн выразил очень интересную мысль. Он на стороне Беатрикс, потому что именно она подарила ему чувство того, что быть не таким, как все, не так уж и плохо. И Дэйн в ответ Блум задал тот же вопрос. Ведь, в принципе, Блум находится в Алфее как раз потому, что она пытается найти место, где она не будет чувствовать себя странной. Фейт, даже злодеи какие-то не на 100% плохие. И это мне очень сильно нравится, как раз в отличие от Винкс, где все черно-белое. Здесь как-то есть все-таки какие-то грани. Дэйн дал книгу Блум под названием «Сакральная геометрия». Это совокупность религиозных, мифологических представлений о формах и пространстве мира. По сути, это такая целая точка зрения на весь мир вокруг нас. Это попытка найти геометрию во всем, что нас окружает. Например, наверняка вы слышали о золотом сечении. Вот как раз сакральная геометрия, в том числе об этом. Во время того, как Сэм и Муза занимались своими делами в комнате Стеллы, горшки снова начали двигаться. И Сэм не на шутку так напугался. Малыш, как ты относишься к Гарриэлу? Моим воспитанием занималась мать. Когда не получалось по-доброму, она превращала мою жизнь в ад. Я не знаю, как после этой сцены можно не понимать, ненавидеть такого персонажа, как Стелла. И вся эта история со Стеллой и Рики — это еще одна довольно интересная и важная тема того, что не все вещи, которые происходят в жизни, такие простые, такие прозрачные, как нам кажется на первый взгляд. Факт-чекинг никто не отменял. В книге Стелла в этом моменте описывается как девчуля без макияжа, не особо одета красиво, вообще с пучком, такая на расслабончике. Здесь она вполне себе свежо и хорошо выглядит, да, более спортивно, чем обычно, но все же я лично даже так хорошо в дом не хожу. Что это все-таки за амулет, который Блум заряжала в каменном кругу, так и непонятно. Ясное дело, что это батарейка для того, чтобы Би освободилась от волшебных блокаторов, но откуда он?
как он был создан, зачем, так и непонятно. Раньше, до момента выхода сериала, многие думали, что это амулет семьи Домино, но, в общем-то, так и не подтвердилось, хотя бы в этой серии это не так. Этот амулет имеет 6 камней по периметру, по книге это руны, видимо, как 6 стихий фей, и в середине один большой камень, как аккумулятор всех сил. Замерзла? Хочешь, накинь мою куртку? Не нужно. Я фея огня. Дорогой дневник. И вот происходит первый поцелуй Блум и Ская. В оригинальном мультсериале, кстати, это произошло только в последней серии первого сезона, а в игре за это надо было так неплохо поработать. Наши губы соприкоснулись, и я наконец поняла, почему меня всегда так тянуло к нему. Мы как две части одного единого целого, разбитого однажды. Неужели они все-таки окажутся братом и сестрой? Ору с того, как Блум усыпила Ская и прямо перед его приземлением сказала: «Прости меня. Я насыпала в твой чай соль вместо сахара. Прости меня. Я забыла покормить твоего кота 7 раз. Прости меня. Я нафиг изменил всю рисовку, которая тебе нравилась с 1 по 7 сезон, и сделал серию наполовину короче. Прости меня». По какому принципу во многих современных сериалах главных героинь одевают в красные кожаные куртки? Типа... Терра и Эйша воспрепятствовали плану Блум, та уже начала злиться, казалось, вот-вот еще и сейчас начнется пожар, но слова Терры «мы твои друзья» ее внезапно успокоили. Во втором сезоне оригинального мультсериала Флора точно так же пыталась успокоить Блум, которая превратилась в темную фею, но тогда у нее ничего не получилось. У Фары повсюду какие-то заначки, секретики, сундуки. Вот, чайный столик оказался сундуком, в котором хранится военная форма. Какие еще секреты скрывает эта женщина? Сцена, где Фара рассказывает Блум, что на самом деле случилось с Астерделом, по атмосфере почему-то мне больше напомнила момент из оригинального мультсериала, где Майк и Ванесса рассказали Блум, что она не родная их дочь. Мне кажется, что в этом есть что-то, и, возможно, Блум действительно какая-нибудь дальняя родственница Фары. Вот в прошлый раз я задавалась вопросом, будет ли здесь конвергенция и будут ли ее учить здесь, в этом сериале. А оказалось, что Фара сама только 16 лет назад узнала, что силы фей могут соединяться. Ой, зайка Скай проснулся. Доброе утро, вставай, мое солнце. Какой же красивый двор у Алфеи. Мне теперь появилась новая мечта. Я очень хочу съездить в Ирландию и побывать вот в местах этих съемок и увидеть все своими глазами. Мне кажется, в жизни это еще красивее все выглядит. А вы бы хотели там побывать? Я тут заметила, что у Дейны и Ривен рукоятка их оружия бордовая, а у Ская и Сильвы голубая. Я могу, конечно, предположить, что голубой это цвет королевской семьи, но, наверное, надо еще поподробнее посмотреть следующие серии и либо удостовериться в этом, либо думать дальше. Многие почему-то не заметили линию дружбы в первом сезоне, но, как по мне, она довольно неплохо здесь показана. Все понимают, какие друг у друга есть минусы, возможно, чем-то они друг друга бесят, но в то же время они могут здраво оценить ситуацию и помочь своему близкому другу, товарищу, если в этом есть необходимость. И этого как раз в оригинальном мультсериале ближе к новым сезонам и хватает. Все девочки стали какими-то почти однотипными. Характеры есть, но они не такие ярко выраженные, и все как-то слишком идеально становится. Но Аиша оказалась крыской, самой настоящей представительницей Крысеи. И кроме того, что она рассказала Фаре о планах Блум, которые поддержали все остальные Винкс, она также рассказала и о подслушке, которую раньше использовал Калум, и теперь использовала сама Аиша. Зала всех, в том числе себя. Винкс жестко отомстили Беатрикс за смерть Калума, толкнув ее в эту ловушку секретной комнаты. Вообще интересно, почему именно так работает система безопасности этой секретной комнаты? Типа, окей, да, один прошел, покалечился, но все остальные-то смогли попасть. Как-то не очень безопасно. Смотрю я на Стеллу в этой серии и думаю, что же она мне напоминает? А потом я вспомнила о Барте, где Стелла была в довольно похожем костюмчике. Он в основном встречался в журналах. Мне кажется, что-то есть. Под 3 школами Магикса, Алфеей, Красным Фонтаном и Облачной Башней есть специальный подземный проход, который соединяет их. Если вспомните, в первом сезоне Винкс не раз ими пользовались, как минимум пару раз так точно. Здесь подземные проходы ведут к Розалинде. Стелла сделала небольшое замечание Терри насчет ее прикида. Наконец-то я узнаю нашу прекрасную звездочку, наконец-то выветрилась диаспора из сериальной Стеллы. Мне понравилось, что ближе к концу сезона сериал стал каким-то более мистическим, и, наверное, как раз последние серии спасли мое общее впечатление об этом сериале, потому что если бы не они, если бы не мистицизм в этих сериях, наверное, моя оценка была бы еще ниже. Розалинда за волшебным барьером мне чем-то напомнила Валтера, которого держали в большой льдине. Может быть, это действительно отсылка или намек? Ты сможешь. Блум, стой, что ты делаешь? Watch where you go, I'm an animal.